Всем привет! Закончился турнир ПКС-6, и сегодня вместе с Мелманом и Квизи мы подведем итоги турнира. Парни, мы заняли на этом турнире 8-е место. Результат, конечно, не тот, на который мы рассчитывали и который хотели бы. Поэтому давайте обсудим сначала про вторую неделю. Что нам помешало на второй неделе показать лучшую игру и в результате закончить на более высоких местах? Ну, после первой недели мы, конечно, провели некоторые разборы и посмотрели, в чем были наши определенные ошибки, которые часто заключались в наших сплитах и неприемах турецких команд. На второй неделе мы, может, играли в некоторых моментах и лучше, потому что у нас получались некоторые вещи, но мы просто не доигрывали финальные моменты, которые обычно доигрывали. Ну, я бы сказал, что это в основном были именно финальные моменты. То есть самый лейс, где происходит больше всего поинтов и решается твоя победа, мы эти моменты не доигрывали. Поэтому на второй неделе у нас не получилось не выиграть одной. Ну, у нас получилось выиграть одну игру, но мы могли выигрывать больше игр и цепляться за более хорошие места. Мелман, у тебя есть что добавить? Первая неделя, мы думали, прошла плохо, но, как оказалось, на второй неделе у нас тоже были проблемы. Мы их не смогли пофиксить на протяжении турнира. Ну и потому результат неудовлетворительный для нас. А в целом, если говорить о турнире, что, на твой взгляд, было основными причинами, которые не позволили нам отыграть этот турнир так хорошо, как мы можем и как хотелось бы? Ну, у нас с самого начала турнир пошел плохо по разным причинам. Непривычное лобби, где 6 турецких команд, очень своеобразное лобби, непривычно в него играть. Очень много ошибок было от нас, таких командных и индивидуальных тоже. И из-за этого у нас, прям с самого начала турнир не задался, и было сложно выйти из этого. Команда уже провела разбор и планирует, каким образом именно фиксить эти проблемы? Разбор половины турнира мы провели, а осталось еще половину, и будем фиксить те ошибки, которые мы допускали. В основном это разыгровки в лейт-гейме. Будем придумывать, как это исправить. Впереди долгий перерыв у команды, потому что ближайший турнир Nations Cup, который состоится в июне, наш регион не играет. Соответственно, ближайший турнир это, скорее всего, будет квалификационный JLL. Чем команда будет заниматься в ближайшие месяцы? Из-за того, что будет довольно большой перерыв, думаю, понятное дело, что будет ресет после провального турнира, чтобы каждый понял, подумал и смог принести что-то новое после такого турнира, где мы сможем все поговорить, и каждый найдет свою точку зрения и поймет, как мы будем развиваться дальше. И после этого ресета нас ждет большая работа, как теоретическая, так и практическая, чтобы подготовиться к новому турниру. Спасибо за то, что поделились своими планами. Давайте обсудим выступления других команд. У нас новый победитель ПКС, это команда Энтропики. Что вы скажете про их игру на протяжении всего турнира и что, на ваш взгляд, позволило им выиграть этот турнир? Энтропики, они ворвались с двух ног в турнир, очень серьезный отрыв набрали сразу. И просто по ходу второй недели пытались его сохранить, у них получилось. Это было сложно, но они справились, молодцы. Ага, спасибо. Что вы можете сказать про распределение финальное команд? Допустим, многие обращали внимание на то, что если смотреть на региональное распределение, то регион Турция занял последние места, за исключением команды BBL. Говорит ли это о силе региона или, на ваш взгляд, или, возможно, это связано как-то с плейстайлом турецких команд, или это просто случайность, на ваш взгляд? В турецком регионе всегда было сильных максимум 1-2 команды. Понятное дело, когда мы берем 6 турецких команд на тир-1 турнир, то стоит ожидать того, что все остальные турецкие команды будут в самом низу. Потому что уровень у них гораздо ниже, чем в Европе и СНГ. А что вы скажете про игру команд, которые традиционно у нас в топе? Это, допустим, Team Liquid, это NLT, FaZe Clan. Они чем-то вас удивили на этом турнире?
Что НЛТ, что Liquid нет. Фейзы, может, немного подудивили, что они смогли все-таки найти, может быть, свою игру и быть довольно агрессивной командой, потому что на ГВЛ у них это не получалось. А сейчас видно, что на этом турнире у них многое получалось, и поэтому они стали заняли хорошее место. Хотя, в принципе, ничего такого они не поменяли. Видно просто, что у них адаптация четвертого игрока произошла успешно к этому турниру. Поняла. Впереди ближайший турнир — это Nations Cup. Следите ли вы за сборными разных стран и, возможно, отметили ли бы вы какие-то страны и сборные, на которые вы бы лично поставили? Ну, сборная Китая, стопроцентная победа. Слишком сильный состав по сравнению с остальными. Корея даже не конкурент, мне кажется. Если только очень повезет Корее, то она может что-то показать. Все остальные регионы, то есть страны, там гораздо слабее игроки. Не сравнятся с китайскими, теми, кто едет. Квизи, а у тебя какой предикт? Китай тоже. И австралийская команда мне понравилась. Возможно, они могут что-то показать. Потому что подбор австралийских игроков тоже довольно неплохой, все довольно опытные. Я не знаю, кто у них будет капитанить. Но если будет хорошее понимание и хороший капитан, они могут тоже неплохо сыграть этот турнир. Поняла. Посмотрим в июне, как развернутся события. Спасибо большое вам за интервью. И напоследок, возможно, вы бы хотели сказать пару слов фанатам, которые вас поддерживали на этом турнире. Спасибо всем за поддержку. Мы, конечно, со своей стороны не доиграли, но мы будем стараться исправляться. Так что наблюдайте за нами, поддерживайте нас еще. Мы будем стараться. Спасибо еще раз, парни. Желаю вам провести продуктивную работу над ошибками и на следующем турнире обязательно порадовать нас своими результатами.